космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2-1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками компании OneWeb. Все прошло штатно, спутники выведены на целевые орбиты. Теперь группировка OneWeb составляет 322 аппарата. Это был 4-й коммерческий запуск аппаратов компании OneWeb с космодрома Байконур и 10-й по проекту сотрудничества Роскосмоса с компанией OneWeb. Есть отделение боковых блоков. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом в любой точке Земли. После этого запуска на орбите половина спутников компании OneWeb. Всего их планируется 648 аппаратов. Интересный факт – этот пуск был 100-м для разгонного блока «Фрегат». «Фрегат» остается единственным разгонником в мире, который может выводить аппараты более чем на 3 орбиты за один запуск. «Фрегат» был разработан в 90-х годах НПО Лавочкина на основе двигательной установки автоматической межпланетной станции «Фобос». Помимо базового, были также созданы модификации «Фрегат СБ» и «Фрегат МТ». Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров успешно завершили 50-й плановый выход в открытый космос в рамках продолжения интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука». В рамках основной работы Олег Новицкий и Петр Дубров завершили подключение кабеля локальной сети Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю, который прибыл на МКС в конце июля 2021 года. Проведенные позднее тесты показали, что кабель подключен успешно и функционирует в штатном режиме. Также на модуле «Поиск» они разместили установочные платформы с 3 контейнерами BioRisk MSN. Данный эксперимент направлен на получение новых данных о возможных проявлениях изменений в бактериально-грибных ассоциациях, формирующих типовую микробиоту конструкционных материалов, используемых в космической технике. Время за бортом 7 часов. Отлично. Олег Новицкий и Петр Дубров также смонтировали несколько новых поручней на многоцелевом лабораторном модуле. В связи с опережением графика космонавты выполнили еще 2 дополнительные задачи. Суммарная продолжительность очередной российской внекорабельной деятельности составила 7 часов 20 минут. Я в любом случае вас поздравляю с тем, что мы выполнили все поставленные задачи. Ученые Института космических исследований Российской академии наук изучили размеры теней черных дыр на космологических расстояниях. Полученные ими результаты можно использовать для уточнения модели эволюции Вселенной. В центре большинства галактик находится сверхмассивная черная дыра с огромной массой — миллионы или даже миллиарды масс Солнца. В обычной жизни мы привыкли к тому, что чем дальше находится объект, тем меньше его угловой размер для нас. Однако на космологических расстояниях на распространение света начинает сказываться расширение Вселенной, которое приводит к тому, что наблюдаемый угловой размер объекта начинает не уменьшаться, а увеличиваться с ростом красного смещения. И в итоге оказывается, что оказывается сравнимым с тем угловым размером, который наблюдается у близких черных дыр. Ученые предсказывают, в будущем из-за этого эффекта с помощью телескопов нового поколения будут открыты множество теней сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках. Наука развивается, поэтому раньше и наличие вот этого горизонта событий, Event Horizon Telescope, казалось фантастическим, а сейчас он уже осуществился. На основе вычислений ученые Киран предложили использовать тень черной дыры в качестве так называемой стандартной линейки для измерения скорости расширения Вселенной. Сейчас в астрономии космологические расстояния определяются по светимости вспышек сверхновых в относительно близких галактиках или, наоборот, по очень далеким флуктуациям в реликтовом излучении на краю наблюдаемой Вселенной. Новые исследования теней черных дыр помогут дополнительно уточнить скорость расширения пространства и показать истинную модель Вселенной. Вопрос о уточнении этой модели, он стоит. И для того, чтобы вообще говорить о модели Вселенной, нужно иметь некоторые стандартные реперы такие. То есть расстояние можно измерить по красному смещению,
а можно измерить независимо, используя стандартный рулер, стандартную длину. И вот эти в правильной модели Вселенной эти две величины должны совпадать. Стандартной линейкой в космологии называются астрономические объекты с известным размером. Измерив массу черной дыры, можно узнать физический размер ее тени и таким образом определить космологическое расстояние до нее. Полученные результаты помогут уточнить модель эволюции Вселенной и скорость ее расширения. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил НПО автоматики имени академика Семихатова. Делегация осмотрела производственные цеха, где создается радиоэлектронная аппаратура и система управления для ракет-носителей «Союз». Помимо космических разработок, предприятие производит и гражданскую продукцию, такую как интеллектуальная система управления сельскохозяйственной техникой и безопасности для транспорта. В завершении визита генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» провел рабочую встречу с руководством НПО автоматики. Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к прибытию транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и возвращению на Землю корабля «Союз МС-18». По предварительным данным, после проведения корректирующего маневра высота орбиты станции увеличилась на 750 метров. Коррекция была сделана с помощью двигательной установки служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Аппарат Trace Gaze Orbiter российско-европейской миссии ExoMars сфотографировал равнину Элизии на Марсе. Две синие параллельные впадины на этом изображении образовались в результате тектонических процессов. Они простираются почти на 1000 километров над вулканическим регионом. Орбитальный аппарат TGO прибыл на орбиту Марса в 2016 году и через 2 года начал полноценную научную миссию. Космический аппарат не только делает качественные изображения, но и передает на Землю данные об атмосферных газах планеты, а также составляет карту поверхности планеты в поисках мест, богатых водой. Вторая серия реалити «Вызов первой в космосе» вышла в эфире Первого канала. Она посвящена третьему этапу кастинга и отбора в Центре подготовки космонавтов. Телезрители увидят все этапы подготовки к съемкам фильма «Вызов», первого фильма в истории, который будет снят на орбитальной Международной космической станции. Это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала и госкорпорации «Роскосмос». Смотрите «Вызов первой в космосе» каждое воскресенье в 10 вечера. Параллельно экипаж «Союза МС-19» Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд успешно сдали все экзамены и начинают подготовку к историческому старту. В это же время на Байконуре в монтажно-испытательном корпусе площадки номер 254 идет подготовка их корабля, а также «Союз МС-20», на котором в декабре намечен полет туристов из Японии Юсаку Маэзава и Йоза Хирана и космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина. На Международной космической станции они проведут 12 суток. Дизайнеры компании АО «Крокус» разработали облик аэровокзала космодрома «Восточный». Госкорпорация «Роскосмос» рассматривает его облик. Начало строительства аэропорта запланировано на 2023 год. Он будет принимать все типы воздушных судов и обеспечит потребности в воздушном сообщении не только нового отечественного космодрома, но и различных предприятий региона, а также расширит возможности пассажирских перевозок. Благотворительный фонд Unity в партнерстве с госкорпорацией «Роскосмос» продолжает серию космических арт-проектов для детей с онкологическими заболеваниями. В будущем рисунки детей из разных стран мира украсят перспективную российскую ракету. В понедельник, 13 сентября 2021 года, свои яркие мечты нарисовали дети, находящиеся на лечении в Иркутской государственной областной детской клинической больнице, а помогли им команда фонда Unity и космонавт Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков.
14 сентября 1959 года советская автоматическая станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности естественного спутника Земли в районе моря дождей. «Луна-2» несла 2 вымпела, выполненных в виде шаров из нержавеющей стали. Станция врезалась в Луну со скоростью 3 км в секунду, образовав кратер диаметром около 70 метров. Попадание в Луну было подтверждено прекращением радиосвязи со станцией и наблюдением советских и иностранных обсерваторий, которые сфотографировали пылевое облако над местом падения, которое позже назвали «заливом лунника». Одним из главных достижений, кроме новой космической баллистики, было измерение солнечного ветра и космического пространства в окрестностях Земли и Луны. Светлячок и Млечный Путь. На смонтированной из 3 кадров панораме можно увидеть пролетающего светлячка и искусственный спутник Земли. Прямо над горизонтом слева видна планета Сатурн, а также зеленое свечение атомов кислорода в атмосфере нашей планеты. Фотография сделана в Приморском крае Антоном Комлевым. Сверхглубокое изображение окрестностей созвездия Андромеды и треугольника. Автор Стефан Зигенбальк суммарно накапливал сигнал несколько лет, фотографируя одну и ту же область на небе. В центре видна ближайшая к нам галактика Андромеды. Вверху слева — галактика треугольника или М33. Протяженность полученной панорамы — 45 градусов. Туманность Орла. М16 состоит из молодого звездного скопления и красивой эмиссионной туманности. В ее центре классика астрономии — столпы творения, где в так называемых глобулах рождаются новые звезды. Снимок сделан в палитре Хаббла, когда вместо обычных цветов красного, синего и зеленого снимают с узкополосными фильтрами, пропускающими излучение водорода, ионизированного кислорода и серы. Автор Мартин Пью. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tv@tvroskosmos.ru. И до встречи в космической среде. – 19 сентября – единый день голосования. На всей территории России будут проводиться выборы депутатов Государственной Думы. Также избиратели в 46 регионах страны будут выбирать 9 глав регионов, 39 законодательных органов субъектов. Будет проведено более 4000 выборов в органы местного самоуправления. Голосуйте 17, 18 и 19 сентября. Выбираем вместе. Правильный путь выбрать легко. Это путь рядом с теми, кто нам дорог. Это путь, на котором нас ждут приятные встречи. Это путь, который мы выбираем вместе. 19 сентября состоятся выборы Государственной Думы. Проголосовать на избирательных участках можно 17, 18 и 19 сентября. Выбираем вместе.